На каком расстоянии от точки опоры надо приложить силу в 1 ньютон, чтобы уравновесить силу 4,5 ньютона, действующие на рычаг и имеющие плечо длиной 15 сантиметров. Есть две силы. Это будет сила F1 равна 1 ньютон, вторая сила F2 равна 4,5 ньютона. Плечо, на которое находится сила L2, равна 15 сантиметров. Нужно определить, на каком расстоянии от точки опоры нужно приложить силу F1, L1. Знак вопроса. Есть точка опоры, вот она. Здесь действует сила F2. Плечо этой силы L2. Где-то на каком-то расстоянии мы должны приложить силу F1. Вот здесь, вот эта сила F1, которая L2 равна 15 сантиметров. L1 мы пока не знаем, сколько будет. Для того, чтобы уравновесить этот рычаг. Для того, чтобы еще раз просмотреть, каким образом строятся плечи и направление действия силы, нужно посмотреть 0,04, 0,01. В данном случае сила действует с одной стороны, и должна сила действовать с другой стороны. Действие силы определяется значением момента этой силы. Момент силы равен сила умножить на плечо. Определение момента силы ньютон на метр. Пока дано здесь 15 сантиметров, но мы не будем пока переводить. Нам же в любом случае нужно найти расстояние здесь. Поэтому силы у нас будут как вроде бы вспомогательные величины. Так в этом случае можно посмотреть условия равновесия этой всей системы. Для того, чтобы система была в равновесии, мы знаем о том, что согласно первому закону Ньютона, равнодействующая всех действующих сил должна быть равна нулю. Система в равновесии. С одной стороны на рычаг делает сила F1 и F2, они направлены вниз. Естественно, точка опоры, она направлена вверх. Вот равнодействующая сила этих двух сил, которые действуют на этот рычаг. Сумма всех сил равнодействующих в данной ситуации F1 плюс F2 и плюс R по модулю меньше интересует. Нас интересует больше всего, что моменты этих сил должны друг друга компенсировать. Сумма моментов векторная, потому что моменты все векторные значения, силы это векторные, тоже должна быть равна нулю. Сумма всех моментов, действующих в этой задаче. В данном случае момент, который действует F2, можно записать так. M2 равно F2 умножится на L2. Момент, который действует F1, будет тоже равен. Это сила F1, которая нам известна, векторно умножить на L1, которую мы пока еще не знаем. Обратите внимание, относительно этой точки сила F1 направлена, если мы возьмем это направление движения часовой стрелки, она направлена в положительную сторону, по движению. Это направлено против движения. Реально они компенсировать должны друг друга. Модулю этих моментов должны быть одинаковы. Модуль моментов M2 должен быть равен модулю момента M1. Хотя мы знаем, что они направлены в противоположную сторону. Так оно и должно быть, потому что они должны компенсировать друг друга. Итак, мы можем записать, что F2 умножить на L2 должно быть равно F1 умножить на L1. Это мы уже расписали значение модулей. Мы не пишем уже векторные значения. Нам L1 здесь неизвестно. L1 чему равно? F2, что множится на L2 и делится на F1. Пока ничего не переводим, записываем данные, которые у нас есть. F2 это 4,5 ньютона, множится на 15 сантиметров L2 и делится на сколько? На 1 ньютон. Посмотрите, ньютоны сократились. Получилось два числа, вот 4,5, что множится на 15 сантиметров. Есть ли нам смысл переводить? Наверное, нет. В любом случае мы получаем значение в сантиметрах, потом можем перевести его в метры, если это понадобится. Умножить 4,5 на 15 мы получаем 67,5 сантиметра. Не всегда получается, сразу необходимо приводить все эти значения, которые даны в системные, в метры, если где-то, может, они могут сократиться, а может быть и результат получим такой же. Если нам L2 дано 15 сантиметров, то L1 равно 67,5 сантиметра. Не отступим от этого условия. Тут сантиметры, тут сантиметры. Можно перевести в метры, если это нужно.